Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме, но теперь еще и в Ханое. И знаете, мы с места в карьер понеслись. Мы только прилетели, еще даже не заселились, потому что мы сейчас приехали в 9 утра, а нам говорят, номер будет готов к 2 дня. Мы такие, а что это мы будем 5 часов просто так ждать? И мы решили пойти сразу же в ресторан. Да не просто в ресторан, а рекомендованный Мишленом ресторан. Называется он «Ароматы лотоса». И здесь приличные цены. Здесь очень качественно должны готовить, раз сам Мишлен рекомендует. Что же, пойдем смотреть. Что ж, господа, начнем, пожалуй. Менюшку я полистал. Здесь есть, конечно же, блюда и по 70, по 80. Но это вот здесь вот, где веганская и вегетарианская еда. Но когда начинаешь листать уже на более какие-то интересные позиции, то цены уже, знаете ли, 150, 210, 240 и так далее. Ну, соответственно, можно набрать и в разнобой все, но мы пошли другим путем. Дело в том, что здесь прекрасно, вот в этой менюшке сочетается набор для 4 и для 2 человек. И здесь я посмотрел, практически все вот это вот меню представлено, как очень дорогие блюда, например, Black Angus и так далее, и заканчивая их фирменными. Почему ароматы лотоса? Потому что здесь и чаек присутствует, и блюда из самого лотоса, из цветка лотоса, из семян лотоса и так далее, и так далее. Чай мы уже взяли отдельно, например, самый дорогой из чаев здесь представленных. Стоит он 90 тысяч. Это улун, который приготовлен специальным образом. Меня сейчас здесь просветили, и я вам рассказываю. А делается это так. Берутся чайные листья. Вечером, когда еще цветок лотоса открыт, туда засыпаются эти чайные листья, закрывают цветок, завязывают его, чтобы он с утра там не открылся и вообще не открылся, и на ночь оставляют. После этого пропитывается чай специальным ароматом, и, соответственно, вот поэтому так дорого, потому что очень-очень каждую чашечку нужно в отдельный, значит, цветочек засунуть, поэтому такая цена. Попробуем. Я не знаю, чай вкусный, хороший, терпкий, бодрит. Не, вкусный, хороший чай. Я не особо знаток, здесь, знаете ли, наверное, для сомелье чайных должно быть вкусно. Ребят, that's for you. Может быть, лотос где-то распознать можно, потому что у него такой специфический, как я говорю, печенюшный вкус. Он здесь присутствует, но он здесь далеко не главенствующий, потому что очень часто делают просто лотосовый чай, вот там печенюшка, он здесь очень распространен, ну, особенно на юге, мы сейчас на севере, а что касаемо этого, ну, с небольшим таким ароматом. И сегодня у нас есть огромнейший донат. Teny Onion, острый лук переводится, присылает $150 и сообщение. Покажи, пожалуйста, в следующем видео кусты чили, что ты выращиваешь. Дегустации перчиков я был бы рад, но это опционально, на твое усмотрение. Обожаю страсту и все с этим связанное. Удачи, рад, что смог финансово помочь. Всегда смотрю твои видео и отдыхаю душой. Спасибо большое. Прежде всего, Teny Onion, спасибо огромное тебе. Ну и насчет перцев, которые мы сейчас выращиваем. Мы только-только с Ромкой начали выращивать 2 дополнительных сорта. Это халапеньо и хабанеро. У Ромки вот такие кустики сейчас растятся. У него там получше все это произрастает, поэтому решили у него. А как вырастут уже хорошенькие такие плоды, уже и у меня здесь размножим. У меня растет сейчас китайский капсикум. Ну, естественно, все подсъемки вы сейчас видите. А еще у нас, естественно, здесь везде в огромных количествах произрастает, я не знаю, тайский, но сорт Bird Chili. Этот перец здесь просто, не знаю, в промышленных масштабах у каждого на огороде выращивается. Соответственно, вот все эти подсъемочки тоже видите. Ну и, конечно, еще раз огромное спасибо Teny Onion за такой огромный донат. Напомню, именно благодаря вашей поддержке у нас получается продолжать снимать видео. Всем огромное спасибо еще раз. Ром, ну, есть что по чаю-то добавить? Ну да, я долго работал в чайном магазине и кофейном. Это просто самый дешманский улун, ароматизированный причем. Да, вот так? Нет, серьезно? Ты да, вот так? Да. Вот видите, я как не знаток. Ну, чаек и чаек, вроде неплохой. А Рома говорит, что это самый дешманский. И вообще вот, ну, короче, плохо, да? Но он столько не стоит. Ну, он столько не стоит. Ну, вот, ясно. Давайте посмотрим, какие позиции присутствуют в перечислении этих блюд. Ну и просто менюшку полистаем. Ну вот нам потихоньку и начинают приносить наш набор. Начинается все сверху.
Суп из черной курицы с корнем лотоса и грибами. У нас, естественно, 2 плошечки. Выглядит очень круто. Вот здесь вот понятно, что подача крутая. Ну, то есть, помимо всего прочего, ингредиенты, которые здесь добавлены, есть цветочки, все украшено, все симпатично, плюс действительно крутая посуда. Ну, тут никаких вопросов нету. А то им приехала какая-то штука. Ага, семена лотоса с кунжутом. Интересно. Я быстренько отожму и чуть-чуть попробую. Ого! Ну, это печенюхи уже по полной. Я бы охарактеризовал это, знаете, как чай, в котором замочили печеньку и размешали, растворили. Ну, это вкусно, это прикольно. Сколько по отдельности я не знаю, это стоит. Соответственно, если у нас получится найти эту цену по отдельности для каждого блюда, которое мы будем пробовать, она будет появляться. А если это только в наборе, ну, значит, только в наборе. Самое-то главное, вид видом, а как на вкус. Курочка есть? Ага, и она черная. Да, у нее черная кожа, у этой курочки. Мы как-то ее уже обозревали, ну, кусочек курочки имеется. Грибы. Ага. Вот это гриб, это соломенный. Он очень неплохой, хороший. Эти я опять же забыл, как называются. Ну и в целом, вон еще веточка перца есть и так далее. Ну, порция малюсенькая, ну, ладно. Ну да, мы сейчас посмотрели, это, скажем так, сочленение корня. То есть идет вот такая вот колбаска из этих вот штучек, и из нее дополнительный корень еще растет. Ну, короче говоря, корень, по большому счету. Его и попробуем. Картошечка на вкус. Вкус интересный. Вообще довольно богатая штука. Ну-ка, бульончик. Грибной, мощный, томный аромат. Это вкусно. Это вкусно. Вопросов не имею. Слегка сладковато. К нам тут соседи присоединились. Сама курочка. Курица неплохая. Дело в том, что здесь и так сами по себе куры достаточно жесткие, я их называю фитнес-курами, а это, наверное, фитнес в квадрате, которая вообще из зала не пролезает, не вылезает. Так вот, здесь ее разварили хорошо, это вполне себе мягкая, хорошая мясинка. Ну, грибочек. Хорошо сваренный, мне нравится. И цветок. Суп хорош. Что в целом сказать по этому супу? Это вкусно. Это очень даже, я бы сказал, вкусно. Потому что, несмотря даже на необычный вкус вот этой вот печенюхи лотоса, отлично. Необычная может быть курица. Она здесь разварена, она приготовлена. Это хорошее сочетание. Грибы, мясо и вот добавление вот этого лотоса. На мой взгляд, это, действительно уровень. Отличный уровень. Ну, другое дело, что у нас вот эта вот, значит, штука, это одна порция. То есть нам, видимо, ее разделили, или это 2 порции. Ну, в итоговом чеке посмотрим, потому что я ей говорил, приносите все в единственном экземпляре. Мы же показываем набор, и люди хотели бы видеть, наверное, набор. Ну, потому что она говорит, там у нас супа надо типа 2. Ну, ладно, посмотрим. Другими словами, единственное, до чего я здесь могу докопаться, то, что плошечка маловато. Хотя это сытно, и если ты заказываешь все-таки набор, а здесь, напоминаю, набор для 2 человек, скорее всего, так оно и должно быть, поэтому у нас впереди еще много блюд. Вот, например, следующее. Ну и теперь мнение Романа. Слушай, мне курица очень понравилась, она прям прикольная. И вообще все, что кроме бульона, мне понравилось. Но вот бульон почему нет? Сам бульон, он очень сильно на любителя, потому что сначала чувствуешь вкус куриного бульона, потом грибов, это круто, а потом начинается сладость, перемешку с корнем лотоса. А это прям правда. Очень сильно мешает всему остальному. И сам вкус лотоса, он тоже на любителя, потому что, ты помнишь, корень лотоса, здесь он тоже вот этот вкус вонючести немного присутствует. Поэтому для меня вот этот вкус лишний, а все остальное прикольно. Слушай, здесь, как говорится, для тебя лишнее. Я бы не сказал, что, да, он встречается в слабом бульоне, надо отметить, в слабом бульоне корень, Рома правильно говорит, будет присутствовать такая, назовем это пикантной нотой. Здесь она намного более слабая, потому что здесь бульон мощный.
И, соответственно, очень даже неплохо. Ну, короче говоря, от нас, ну, 4 с плюсом однозначная, да, супу? Ну да. Ну вот. Ну, кто-нибудь попробовал и говорит такой, а чё говорить-то, вкусно, вкусно. Он сидит, кушает супчик. Что ж, а теперь салат. Это называется skin tofu salad, кожа тофу, смесь с говядиной и креветками. Давайте посмотрим, помимо кожи, говядины и где-то там креветок, что тут еще-то намешано. Овощички-то какие? Должно быть опять все с лотосом, как я понимаю. Арахис имеется. Ага, вот он и корень, да? Ром, он? Да. Узнаем. Только вроде на корень бамбука. Ну, а может и корень бамбука. Так, это свежий огурец, похоже, или что? Тоже непонятно. Да, это огурец. Огурец, узнаю эти срезы. Внутри-то что за микс? Морковка, салат, листья. Да, это на бамбук похоже. А самого лотоса что, сюда не добавили? Ну, сейчас будем пробовать, посмотрим. Давайте, пока у меня палочки новые, я все замиксую совсем вместе. А потом будем пробовать. Ну, снизу подливки-то много. Поплавает всякое. А, я думал, это целые креветки, а это вдоль разрезанные. Ну и давайте потихоньку всего наберем. Всех овощей, всех мясин. Я вот, особенно вот этот корешок хочу попробовать. Да, я согласен с Ромой, это больше похоже на бамбуковый корешок. Он такой конусообразный, его выкапывают и, соответственно, потом стругают. Так, а это я брал чипсину тофовскую. Ну и вроде как все так, да. Ну, салат довольно большое количество, это, ну, как бы прям поесть. Но это на двоих имеется в виду, то есть ты поделился с человеком, но это даже на двоих приличная порция, надо отметить. А, тут кунжут есть, Ромка, наверное, ты не очень, да? Или семечки тебе нормально? Ну, когда их немного, это нормально. Когда их пересыпали, как в корейском ресторане, то это ужасно. Ну да. А, еще кунжутное масло ты не любишь. Сначала я кунжутное масло, а потом семечки. По уровню ненависти. Ну да. Ну и давайте начнем салат потихоньку. В чем прикол тофу? Ну, тофу и есть тофу. Мягкая, достаточно безвкусная штуковина. Ну, давайте здесь сразу микс, говядинку в конце. Ну вот Рома говорит, что вот эти штучки это тофу, и мы сейчас погуглили, это более того, что это не просто тофу, это сливки, снятые с тофу, когда они готовятся. Следовательно, это довольно интересный вкус. Они приятные, когда жуешь. В целом, я бы сказал так, салат хороший, но то, чтобы это на меня произвело жуткое впечатление, то особо нет. Я имею в виду жутко качественно вкусное. Креветка хорошая. Кунжутный вкус к креветке не подходит. Мясо сойдет. Кунжут имеется. Да, и это тоже простой огурец. Другими словами, салат неплохой, не знаю, сколько он стоит, но это просто салат. Ну да, что-то интересненькое в нем каждый себе, может быть, найдет. Ну, восторга у меня нет, Ром. Единственное, что здесь действительно классно, это заправка, потому что она очень приятная. Ну да, это
типа к битым огурцам такой вот делают, что-то типа такого. А все остальное, ну это типа, как знаешь, это маркетинг. Это просто хрень, но выглядит очень красиво. Но по факту это, блин, полнейшая хрень. Короче говоря, да, если супешник действительно что-то интересное, они свое что-то придумали, то здесь, ну, как бы накидали, ну и ладно. За овощи сколько-то там денег берут. Окей, у нас уже подъехало следующее блюдо. Давайте приступать. Ну, а теперь у нас грильный группер с вьетнамскими северо-западными специями, коричневым рисом и лотосовыми семечками. Вот чего не отнять, это подача. Это красиво. Порция, да, конечно же, ресторанная. Знаете ли, полгруппера вам здесь особо никто не предложит. Ну, вернее, может быть и предложит, но для этого нужно отдельно как-то это заказывать. То, что в наборе, то и в наборе. Подача красивая. Даже укропчик есть, что здесь встречается крайне редко. Давайте поближе смотреть, ну и сразу поливать лаймом и пробовать. Соус пока в сторону. Укропчик тоже. Это, я так понимаю, острый перец. Это не болгарский. Сколько тут группера у нас? Ну, на одного, в принципе, поклевать хватит. Давайте лаймиком польем немножко. О, богато полил. Ну и пробуем. Да. Рис, конечно. Рис здесь отдельная совершенно тема. И да, с семенами лотоса. Самое-то главное, как он здесь группер, потому что мы его пробовали уже достаточно много раз. Мы прекрасно знаем, что это очень вкусная рыба, но встречали мы так, что ее на пару, можно сказать, практически, ну не то чтобы испортили, а, скажем так, превратили в обычную совершенно рыбу. Это было некоторое разочарование. А вот на гриле, как сейчас помню, ресторан Медуин называется, и там было очень вкусно. Ну и давайте пробовать. Пока что рыба-рыба. Без костей. Ну, это молодцы. За кожицу отдельный респект, очень вкусно. В самой рыбе, ну, мне кажется, вот ту самую сочность, которой мы восхищались, когда нам в другом рестике готовили, здесь ее потеряли. Ну, то есть это достаточно сухая, обычная рыбеха получилась. Шкурка, вот просто 10 из 10. Кайф, здорово. Ну, то, что я достаточно много лайма налил, практически и не чувствуется. Это вкусная, хорошая рыба, которой качественно погрилили, но с легонца, скажем так, потеряли, может быть, основную сочность этой рыбы. Ну и куда же без риса в такой подаче, да еще и с семенами лотоса. Вот так все вместе. Ну, рис просто отличный. Шикарный рис. Классно сделан. Вот здесь лотос очень в тему. Он мне здесь нравится. Это необычный вкус. Вы знаете, мне рис понравился больше, чем рыба. Ну, серьезно. Прям тоже пробуй давай. Ну вот рис выше всяких похвал. Сделано очень классно. Он и рассыпчатый. Он и, соответственно, каждое зернышко, когда жуешь, оно такое отпадает. Вот здесь он снаружи как будто бы склеен, а когда начинаешь жевать, он такой раз распадается, и все здорово, все хорошо. А с рыбкой, на мой взгляд, чуть-чуть накосячили, сочности не хватает. И с семенами обязательно, Ром, тоже. Вот тебе попалось. Ром, у тебя кусочек тоже без костей был. Да. Я просто хочу вот так вот, знаете, сразу схватить, потому что вот кажется, что здесь косточка. Я поэтому изначально такой пытался. А это вот, если вот это тоже будет без костей, ну тогда еще дополнительный респект им. Ну потому что действительно ковыряться в рыбе особо желания нет. Давайте с этим соусом, он интересный, попробуем. И тогда окончательный вердикт по этому блюду. Соус интересный, что-то там намешано. Давайте вот и попробуем. Ну, понятное дело. Куда ж Костян-то не поваляв? Но ничего, окунули зато хорошо. С соусом. Без костей. Молодцы. Соусом приятней. Он не острый, по крайней мере, не настолько острый, насколько выглядит. Но соусом поприятней. Я знаю даже, что Рома сейчас скажет по поводу этого группера.
Не буду говорить, надо где-то написать, чтобы потом проверить, правда или нет. Ну ладно, скажу. Он скажет, наверное, что проявился вкус вот этот вот рыбный, который ему не очень нравится. Скорее всего, он так скажет. В целом, я буду с ним согласен. Единственное, что скажу, приготовлен неплохо, соус отличный, рис с лотосом выше всяких похвал, мне очень понравилось. Блюдо хорошее. Опять же, четверка 4.2 из 5 я бы поставил. Роман. Ну, как только группера попробовал, у меня сразу в голове возник образ самой дешманской столовки. Просто вот за три... Ну хорошо, это по поводу мяса. Ну да, по поводу Ну вот вкуса. тот самый рыбный вкус, да? Грубо говоря, если бы мне дали... Минтай. Нет, вот группера, приготовленного здесь, и из любого ресторана Фантета, где бы его загрелили, и спросили, какой из ресторанов Фантета, какой из Мишленовского, ну, который Мишлен рекомендует, а какой из столовки. Я бы вот этот отнес к столовке, а любого из Фантета вот, к Мишленовскому. Ну, тут я с Ромой все-таки до конца не буду согласен, потому что шкурятка приготовлена просто шикарно. И это, очевидно, сделано дополнительно, может быть, вот так вот даже газом и так далее, и так далее. По поводу же самой рыбы я сказал, что сочности не хватает. Вкус той самой рыбы проявлен. Соус ты не пробовал. Соус попробуй обязательно. Ну и по поводу риса. Ну вот с рисом молодцы, они справились. Я просто сам этот рис часто готовлю, и его довольно-таки сложно правильно приготовить. Ну, здесь повар молодец, он приготовил рис правильно. То есть, другими словами, рыбу подзапорол, с рисом справился. Соус хороший. Чеснок, острота, может быть, где-то лемонграсса немножко, вот что-то такое, знаешь. Ну, соус очень хороший. Дело в том, что с этим соусом любое мясо будет крутым, любая рыба будет крутая. Другими словами, человек, который готовит соус, слегка компенсирует косяки того человека, который готовит рыбу. Ну а тот, кто готовит рис, ему ничего компенсировать не надо, он сам по себе молодец. Едем далее. Ну, а вот мы добрались и до стейка Black Angus с перечным соусом, со сладким картофелем и кусочки риса, здесь еще что-то. Подача, опять же, симпатичная. Надо отметить, мы не просили, а нам и не предлагали прожарку. То есть, как они сами хотят, так они сами и приготовили. Давайте смотреть, что они сделали-то. Соус пока отставим и давайте смотреть. Ну слушай. На медиум-то очень даже похоже. Ну, не медиум рейр мой любимый. Единственный косяк, вот не дорезали мясо до конца. Кусочки соединены, а, между прочим, ножей у нас нету, да? Здесь тоже не дорезали. Не, вот здесь порезали. Слушай, ну нет, в прожарку они попали. Здесь вопросов никаких, вон сочность имеется, все как положено. Ну да, прожарка хорошая. Смелый медиум. Все как надо. Зачем кунжут, я вот не очень понял. К такому мясу. Потому что они сволочи. Тут я с тобой, Рома, полностью согласен. Ну, давайте я немножко исправлю то, что не доделали ребята. Простите за нарезку по тарелке. Но здесь немножко. Вот здесь нормально, кстати, нарезали. Вот. Ну, давайте из центра, который наиболее еще и обсыпан кунжутом, сразу и попробуем. Нет, вкусно. Даже то самое количество кунжут не особо портит. Это очень вкусный, хороший стейк в правильной прожарке. Вопросов не имею. Давайте с краешку какой-нибудь возьму и с соусом. У них в целом даже и с краю, в общем-то, прожарка имеется. Перечный хорош. Вы знаете, не докопаться. Единственное, что скажу, все-таки ресторан. Вкусы, все здорово, хорошо. Но надо же все спрашивать, на мой взгляд, нужно спрашивать прожарку. Может быть, они настолько ультимативные здесь, что мы вам другую прожарку не подадим. Даже если вы well done попросите, мы вот настаиваем на то, что должно быть вот так. Но я обычно прошу medium rare, например, то есть послабже прожарка, нежели medium. Кто-то medium well, наоборот, хочет попробовать. Но у них такой вот хороший medium здесь. Где-то в серединке шаг даже навстречу вот как раз моему любимому medium rare. Да в целом отличный стейк. Хороший,
Чтобы он чем-то особенным выделялся, не скажу. Ну, просто хорошая, мягкая говядина, стейковая, очевидно. А что-то мне не проткнуть. А, это грибочек здесь. Это шиитаке здесь, потому и не проткнуть. Я хочу все вместе попробовать. Со сладким картофелем тоже. Эй, развалился. Ладно, грибочек отдельно. Еще так. Вот так. И грибочек. Ну, вы знаете мое отношение к сладким блюдам, особенно когда они рядом с мясом. Ну, это интересно. Этот сладкий батат мне напоминает, как будто бы больше даже тыкву. Но это вкусно. Я бы перемежал, знаете ли, кусочек мяса, кусочек вот этого, кусочек мяса, кусочек вот этого. Это интересное сочетание. Оно, да, может быть не по мне, но то, что это интересно, это однозначно. Короче говоря, вот к этому блюду мне вообще претензий нет. Просто вкусно. Ну вот, по ходу романа тоже зашло, да? Ну сейчас узнаем его мнение. А, да, еще вот эту в конце обязательно. Не, я не буду. Ты не хочешь батат с грибочком? Но он правда сладкий. Не люблю батат. Ну, Роман, ругай, хвали. Ну, это, безусловно, очень вкусно, но, знаешь, ну, что я могу сказать? Вот у повара в супер-ресторане был хороший отрез качественной говядины, и с ума сойти он смог его качественно пожарить. И плюс приготовить... Невероятно, да? И плюс смог приготовить рис. Но получается, я тоже тогда шеф-повар. Ну, здесь просто обычно, да, вот действительно тех самых изысков, может быть, которые ты ждешь, ну, в данном случае только вот в этом вот, значит, наборе заключаются. Это вот необычная штука. Что касается мяса, ну, в хорошем стейкхаусе везде тебе вот так и подадут, только спросить еще твою любимую прожарку. Ну, а здесь и так изначально сделали практически мою любимую, и Ромину тоже, да? Да. Ну, вот и отлично. Другими словами, хорошо, качественно, ну и нет вопросов. Да, и красиво. Вот тут не придерешься тоже. Какое по очередности уже блюдо, везде все красиво. Это подача, это да, это уровень. Ну и что ж, потихоньку движемся к концу, но еще далеко не финал. Суп из свиных ребрышек с корнем лотоса. Как видите, лотос здесь присутствует везде. Ну и пока что я, честно говоря, в отличие от Романа, не заметил ни одного блюда, где бы он мне прям, ну, не зашел. Ну да, вкус такой присутствует, своеобразный, но мне, тем не менее, он вполне себе нравится. Кинза сверху возьмем немножко. Вот он, корешок. Ага, там смотри, там еще и тофу плавает. А ребрышками у нас получится поделиться или здесь одно ребро? А, вот два. Давай я маленькое вот возьму. Его удобно съесть будет. А это, я так понимаю, дайкон еще тут плавает. Ну и здесь мы вряд ли чему-то удивимся. Для начала бульон. Хороший, вкусный, достаточно насыщенный, жирненький. Ребрышко. Ну вот опять же, простое блюдо, но приготовлено очень классно. Супер мягкое мясо, шикарно отстает от косточки. Отличный наваристый бульон. Никаких вообще претензий. Ну и, можно сказать, практически самое главное здесь, где везде мы пробуем, это корешок лотоса. Здесь он аль денте. Ничего ужасного в нем нет, симпатичная овощичка. Вот добавить особенно нечего. Классное, хорошее мясо. Вон здесь второй кусок ребра, прям добротный. Отличный нажористый бульон. Овощи есть. Тофу он тоже имеется. Простое, но от этого не менее вкусное блюдо.
Ну, здорово и классно сделано. Потому что, вот знаете, есть же много рестиков, где мы подобное пробовали. Там тоже готовят неплохо. Но там все-таки используют кубик. Здесь, если кубик и есть, то в небольшом количестве. Здесь хороший бульон, качественный. Это практически сразу чувствуется. Вот этой вот, знаете ли, усилителя вкуса как будто бы и нет совсем. Если он где-то и есть, то где-то очень далеко. В целом, отличное, хорошее блюдо. Ну а теперь Роман, а я пока с удовольствием дохлебаю бульончик. Я прям удивился, это очень приятный такой легкий бульон. Слава богу, не сладкий. То есть и нет, знаешь, дополнительных ненужных вкусов. Того же самого вкуса лотоса он здесь отсутствует. Просто все, что нужно есть, и просто сидишь и ешь и наслаждаешься. Прикольно. Да, как мы и говорили, просто, но вкусно. Приготовил бы я такой дома? Запросто. Ровно так же вкусно было бы у меня, это тоже отлично. То есть, по большому счету, здесь ничего лишнего. Они сделали как для себя, а сделали для гостей. Чему здесь удивляться? Так и должно быть всегда. Ну и как положено хорошему набору, да еще и в ресторане, заканчивается он десертами. И в данном случае целыми двумя. У нас домашнее приготовленное мороженое, а также карамелизованный банан с молочком лотоса, с маленькими жемчужинами и вьетнамскими черными желе. Не знаю, что они имеют в виду под этим. Ну, здесь ничего никуда не растает, потому что эта штука смешивается со льдом и кушается, поэтому чуть-чуть попозже попробуем. А я для начала кусочек домашнего мороженого. О, там внутри что-то тверденькое. Вот так. Кокос. Вкусное кокосовое мороженое, без претензий. Это шарик внутри замороженный, снаружи он чуть-чуть подтаял, поэтому мне показалось внутри печенька, когда я отламывал кусочек, но это просто внутри более замороженный шарик. Ну, это вкусное кокосовое мороженое, вопросов нет. Ну, как это и должно быть. Вот так, вот так. А, да, желешка там какая-то имеется. Вот так, со льдом вместе все. Желешку. Это как маленькие икринки. Ну, это желатиновые шарики просто, очевидно. Банан. А вот банан интересный. А вот кусочек банана прям классный. Здесь много распространенных видов кофе, где вот эта желеха прям плавает. Но это, знаете, где-то это алоэ вера, здесь конкретно это желатиновые вот эти шарики приготовленные. Ну, это такие, ничего особенного из себя не представляющие, просто наполнение какое-то. Это очень вкусное, как они называют, это лотосовое молоко, действительно неплохо. А, здесь еще вот такие желешки какие-то есть. Тоже что-то желатиновое, просто покрупнее. Лотосовое молоко вкусное, желатин, Господь бы с ним, банан вот такой. Действительно обжаренный, действительно классный, очень мощный вкус имеет. И вот здесь вот он гармонирует. Можно кусочек банана вместе с молочком, вместе с этой желешкой. Вот этот десерт мне понравился. Если это, кокосовое вкусное мороженка, то здесь вот прям здорово, хорошо. Ну, а желешка просто как дополнение. Вот это вкусно. И со льдом действительно тоже классно. Вопросов нет. Этот десерт мне зашел. Ну, Рома у нас тоже не любитель десертов. Чуть-чуть что-то поковырял, попробовал. Ну ладно, давай с мороженого. Мороженое хорошее, сладкое, холодное. Отлично. Описание просто 10 из 10. Десерт мне вообще не понравился, потому что в нем, вот в этом молоке, очень сильно ярко выраженный вкус кокоса, а я вообще... Лотоса здесь вкус. И вот вкус кокоса еще, кокоса вот этого сливок кокосовых. Ну, может быть. А я прямо их не особо что-то любитель, поэтому... Грубо говоря, вкусовщина. Хорошо, Ром, это действительно вкусовщина. А мороженое прикольное. Мне понравилось. И это понравилось. Ну, это достаточно простенько, но вкусно. Здесь прям здорово и хорошо. Кстати, банан я
не знаю, почему Рома отказался пробовать. А давайте-ка мы вот десерты лучше проверим на Туле. Здесь она как местная, она любит сладкое. И вот здесь вот, я думаю, ее мнение будет более как-то авторитетно. Ice cream very yummy. About sweetie is a little bit not enough sweet and very fatty of coconut milk. Banana is they boiling or steam, I don't know, but not It's fried banana. fried. Not enough sweet of banana. Ага. Вот смотрите, поэтому мне, очевидно, и понравилось, потому что банан не настолько сладкий, и поэтому у меня вызывает такое ощущение, что типа, о, да, хорошо. По поводу жирности кокосовых сливок, да у меня вообще никаких вопросов к этому нет. Ну, жирненько и жирненько, хорошо, я сливочки люблю, а сливочное масло таки вообще зашибись. И его, как говорится, много не бывает. Ну, то есть, а для нее получилось недостаточно сладко. Вот видите как. Поэтому, видимо, эти десерты мне и зашли. Что ж сказать. В общем-то, не зря они и рекомендовали это место, потому что, ну, хорошо, с группером чуть-чуть облажались, сочность потеряли. И, можно сказать, вкус вот этот морской рыбы ушел на задний план, где-то потерялся. Окей. Но в остальном-то все блюда замечательные. Подача шикарная, вкусно, вопросов не имею. Другими словами, готовят хорошо. По поводу цены, да и ладно, все-таки мы в столице находимся и, соответственно, практически, можно сказать, в центре. Тут о чем говорить. Конечно же, это будут не маленькие деньги. Мне понравилось. Во-первых, мы втроем этим набором наелись, а это означает, что примерно по 350 тысяч на человека вышло, и ты наелся в столице Вьетнама. По мне так очень неплохо, особенно вкусно наелся. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Мы только начали. Держись, Ханой. Такой аккуратненько. Херак туда в соус, ладно. Ну вот у них, значит, как-то... Как называется человек, который на кухне соусами заведует, готовит? У него же специальное название. Соусник, да. Ладно. То есть вот обычный... Сейчас закончат двигать, я продолжу. Все? Нет? Издержки производства. Все закончили.